Добрый день. Так. Хорошо. Добрый день, дорогие друзья. Я всех приветствую на сегодняшнем нашем эфире. Как меня слышно, как меня видно, поставьте 3 плюсика. Можно просто помахать рукой. Хорошо. Сегодня у нас идет трансляция. Сейчас еще разочек проверяю. Идет трансляция во ВКонтакте. Идет трансляция, сейчас еще разочек. Во ВКонтакте и в Телеграм. Все, отлично, отлично, отлично. Хорошо. В будущем я ВКонтакте, вот именно то, что касается вторничной нашей эфиры, я их перевожу теперь только в Телеграм, для того, чтобы у меня было удобство демонстрировать экран. К сожалению, не получается порой показать сразу на 2 устройствах, и ВКонтакте, и Телеграм, то, что есть на экране, поэтому будем вот так вот разделять. Значит, вторничные эфиры я буду проводить только в Телеграм. Четверговые эфиры будут проходить во ВКонтакте и Ютубе. Вот так вот у нас такие будут разграничения. Хорошо, сегодняшняя тема нашего эфира — это лабиринты. И лабиринты, вот их не просто так во всем мире строили, создавали какую-то мистику вокруг них. На самом деле лабиринты всегда несли очень важную и очень вот такую энергетически направленную информацию. Лабиринты позволяли эту информацию сконцентрировать, направить в нужном направлении. И если вы посмотрите также, это не только рукотворные, но и лабиринты есть и в природе. Это также геометрические фигуры складывают определенные лабиринты, но есть определенная закономерность. Я сегодня не буду углубляться вообще в теорию лабиринтов, о ней можно рассказывать очень долго и очень много выводить в свет. Но я сегодня хочу рассказать о лабиринте, который был найден, во-первых, в Египте. Этот лабиринт в пирамидах был найден, в древнейших там вот этих всех сакральных сооружениях. И он действительно имеет определенное значение, определенный смысл. Во-первых, лабиринт направляет мысль человека. Мы знаем, что мысль, где наша мысль, там течет энергия. Где течет энергия, там мы можем материализовывать пространство, изменять его. И, собственно, лабиринты, они как раз и позволяют человеку направиться в том или ином векторе со своими мыслями. Я в Телеграм выложил специально лабиринт, чтобы вы на него могли посмотреть. Вот вы можете параллельно перейти в чат и посмотреть на этот лабиринт. Он представляет из себя, если вы обратите внимание, там 7 дорожек. Но эти дорожки, их можно себе представить, что и 8-я — это центральная ось сама. Это уже переход в следующее измерение, за материальные представления нашего мира. И 7 этих дорожек, их можно сопоставить с 7 чакрами человеческого тела. И давайте сейчас попробуем все-таки, наверное, нарисовать лабиринт. Вот такой лабиринтик. Вот такой лабиринт мы с вами получили. Что нам дает этот лабиринт? То есть, вы увидели уже эту знакомую картинку, то, что я вам нарисовал. Что он нам дает? Он нам дает как раз возможность для направления своей мысли. Если вы, когда заходите в этот лабиринт, вы обратите внимание, что вы заходите не на первый уровень, а на 3-й уровень сразу.
у нас дорожка поднимается и заходит на третий уровень. И третий уровень, если вот мы по чакрам разложим, первый уровень – это материальный мир, здоровье. Второй уровень – это эмоции и чувства. Третий уровень – это ум и мысли. Вот мы, прежде чем принять какое-то решение, что-то воплотить, мы сначала думаем, сначала рождается мысль в нашем головном мозге. И вот вы по лабиринту, продвигаясь по лабиринту, сейчас вот откройте лабиринт, кто в Телеграме, продвигаясь по лабиринту, вы сразу попадаете на третий уровень. И вот заштриховывая вот эту дорожку третьего уровня по кругу, вы уже совершаете фактически медитацию. Вы обдумываете вот свою мысль, вы ее максимально материализуете, максимально ее представляете, что вот она моя мысль, вот она сформировалась, вот она мне понятна. Когда ваш лабиринт заворачивает, и вы попадаете с третьего уровня на второй, вот сейчас пройдите по этой цепочке, и вы переходите на второй уровень. На втором уровне мы с вами проживаем эмоции и чувства. Проживите эти эмоции и чувства, оказавшись на втором уровне. Вот свою мысль, свою идею, ощутите ее в своих чувствах и эмоциях. Когда вы сделаете еще один круг по лабиринту, вы выходите уже на первый уровень. Смотрите, третий, второй, первый. А первый уровень – это материальный мир, здоровье. И вот здесь вы на первом уровне, вы уже начинаете ощущать, а как ваша вот эта мысль, которую вы уже прожили через эмоции, ее восприяли, как она будет реализована в материальном мире, как это повлияет на ваше здоровье. Вот это все вы уже ощущаете и начинаете представлять именно в материальном воплощении. А теперь обратите внимание, когда мы делаем следующий виток, с первого уровня мы выпадаем на четвертый уровень. Четвертый уровень – это личность человека, это вы. И здесь вы уже, вот это материальное воплощение своей мысли, своей идеи, пережитое через чувства и воспринятое как реализовано в материальном мире, вы уже применяете к себе. Как вот эта мысль, как эта идея, как она применяется к вам лично, как она влияет на ваш духовный мир. И вы опять можете зарисовывать четвертый уровень, вы как раз воспринимаете эту идею применительно к себе. Дальше, смотрите, лабиринт делает виток, и вы оказываетесь на седьмом уровне. Седьмой уровень, но это седьмая чакра Сахасрара наша. То есть это уровень такого вселенской помощи, божественной помощи. То есть это уровень, когда вы единитесь уже с высшим разумом, с высшим сознанием, и вы опять ощущаете вот эту помощь, вселенскую помощь, помощь Божью, помощь удачи именно для вашей мысли, для вашей идеи. Опускаясь дальше с шестого уровня лабиринта, то есть мы по лабиринту идем, вот сейчас считайте за мной, идите по лабиринту, вы попадаете на шестой уровень. Шестой уровень – это видение решения. Вы от идеи, вы уже четко видите, от идеи вы пришли к конкретному результату, что должны получить, а теперь у вас появилось решение, как это воплотить реально в жизни. Какие нужны там материальные ресурсы, сколько вам нужно времени, сколько нужно обучения, сколько нужно вашего внимания. То есть вы уже вырабатываете конкретные решения. Вот шестой уровень, шестой виток лабиринта – это ваша программа действий. Дальше вы опускаетесь на пятый уровень. 7, 6, 5. Смотрите, как лабиринт вас ведет. Опускаетесь на пятый уровень, и вы оказываетесь уже в состоянии проявления. То есть у вас все готово. Теперь вы делаете первый шаг.
вы начинаете воплощать свою идею. У вас есть идея, у вас есть конечный результат, к которому вы должны прийти. Это цель. У вас есть план, который вы разработали и создали на 6-м уровне лабиринта. И на 5-м вы делаете первый шаг. То есть проявление вашей идеи в действии. И, собственно, последний виток с 5-го шага вы выходите на 8-й уровень, а 8-й уровень, ну, это уже, собственно, получение цели. То есть ваша цель уже воплотилась. Вот такие медитации с лабиринтом очень полезны для проработки любой вашей идеи. Она помогает не сбиться с пути, выполнить все пункты, которые необходимы для того, чтобы ваша идея материализовалась и реализовалась. Обычно человек страдает вот именно разномыслием, неупорядоченностью мыслей, хаотичностью мыслей. У нас есть идея 1, 2, 3, 10, но она не может реализоваться, потому что ее кто-то выдергивает, кто-то ее распыляет, не дает. Всегда мы ищем какую-то остановку, либо у нас какие-то возникают сомнения, либо какие-то помехи. Но когда мы идем по лабиринту, мы четко выстраиваем вот в этой последовательности свои шаги, свои действия и добиваемся результата. Ну вот сегодня, собственно, вот такой простой эфир, связанный именно с постановкой целей, именно через лабиринт, который вам поможет достичь этих целей, добиться этих целей и реализовать через взаимодействие с природой, с энергией свое задуманное. У меня на сегодня все. Будьте здоровы и освойте лабиринт. Я еще приложу вам маленькое видео для того, чтобы вы научились правильно его рисовать. Смотрите в чате и до встречи на следующих наших эфирах. Пока.